Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в 8-м эпизоде серии «Курс молодого творца» я расскажу вам про разные виды пространственно-временных эффектов. Поехали! Начать хочется словами благодарности всем подписчикам и зрителям. Это будет завершающий эпизод серии КМТ, и на ее создание ушло много сил и времени, а полученные результаты превзошли все мои ожидания. Подготовка каждого сценария получилась очень познавательной, а съемки и монтаж позволили не только отработать технические моменты, но и получить массу удовольствия от процесса. Суммарная длительность курса составляет чуть меньше 1,5 часов, и я очень доволен объемом полезной информации, которую удалось изложить. Для сравнения, сбор этой информации начался почти 20 лет назад, когда я начинал играть на гитаре. Надеюсь, каждый зритель найдет в курсе что-то новое и полезное для себя. Ну а как вы могли догадаться из моих «Мы обязательно посвятим этому отдельный ролик в будущем», данный курс – это всего лишь предисловие к большому увлекательному путешествию, которое нам предстоит. Начать предлагаю с дилея. Это эффект задержки, который захватывает исходный сигнал и повторяет его один или несколько раз вслед за оригиналом. В этом ролике мы рассмотрим 5 видов эффектов эхо, которые сформировали сегодняшний рынок. Начнем с Maestro Echoplex. Это пленочный дилей, созданный в США в 1959 году. Он работает путем записи звука на магнитную ленту с последующим воспроизведением. Время задержки в нем определяется регулируемым расстоянием между записывающей и воспроизводящей головками. В силу особенностей технологии, Echoplex обладает характерно теплым звучанием. Это связано с физическим изнашиванием ленты. Последнее приводит к потере верхней части спектра в звучании повторений и появлению легкой модуляции, похожей на хорус. Далее обсудим Benson Echo Rec, созданный в Италии в середине 50-х. Он работает по схожему принципу, но с двумя ключевыми отличиями. Первое, вместо магнитной ленты здесь используется металлический барабан. Это нивелирует главный недостаток Echoplex – непрочность пленки, и позволяет технически реализовать второе. Echo Rec оснащен аж 4 головками воспроизведения, расположенными по окружности барабана. Время задержки определяется скоростью вращения, а возможность включать или выключать каждую из 4 головок предлагает широкие возможности по созданию разных ритмических рисунков из повторений. Также в конце 50-х появляется Oil Can Delay или дилей банки масла. В этих устройствах использовалось что-то похожее на банку из-под тунца, наполненное маслом, которое работало как диэлектрик, то есть могло хранить сигнал, и помещенный внутрь звукосниматель. Двигатель через резиновые ремни вращал банку, масло накапливало сигнал электростатически, а не электромагнитно, как с лентой, а звукосниматель выполнял функцию записывающей головки, плескаясь в масле и создавая эхо. Технические особенности придали этой задержке уникальное психоделическое звучание, представляющее собой смесь дилея, реверберации и вибрато. Гораздо позже, в 1969 году, в лаборатории Philips в Нидерландах был изобретен чип Bucket Brigade Device. Такое название он получил из-за сходства его функционала с цепочкой людей, передающих ведра с водой для тушения пожара. Чип работает как задержка, передавая пакеты заряда от одной ячейки транзистор плюс конденсатор к другой. На входе сигнал делится на две части. Одна подается непосредственно на выход, а вторая проходит через BBD. А поскольку второй сигнал замедлялся и достигал выходной фазы чуть позже, образовывалось задержанное повторение исходного сигнала. Технология Bucket Brigade почти повсеместно и неправильно называется аналоговой, хотя, строго говоря, это цифроаналоговый гибрид. По звуку, в случае дилея, он будет больше похож на ленточный. И стоит отметить, что именно этот чип станет основой для создания эффектов
хорус, фейзер, фленджер и вибрато, о которых мы говорили в прошлом выпуске. Первый цифровой дилей, Eventide Digital Delay Line 1745, появился в Нью-Йорке в 1971 году. Он представлял собой рековый девайс высотой в 3 юнита с одним входом и 2 выходами. Каждый канал был способен на задержку до 200 миллисекунд. Для этого в устройстве были установлены один входной преобразователь аналогового сигнала в цифровой, 2 выходных обратных преобразователя и по 100 чипов задержки, соединенных последовательно на каждый канал. А так как цифровой сигнал перемещался по ним как вода по трубопроводу, прибор получил название «цифровая линия задержки». Для установки времени задержки использовались 4 большие ручки, по 2 на каждый канал. Ручка Coarse отвечала за грубую настройку с шагом в 20 миллисекунд, то есть включая или выключая по 10 чипов задержки, а ручка Fine за более точную настройку с шагом в 2 миллисекунды или 1 чип. По звуку цифровой дилей обладает стерильной частотой повторов сигнала без какой-либо деградации. Далее рассмотрим реверберацию. Это акустический эффект, возникающий при отражении волн от поверхности помещения. Интервал между отражениями настолько короткий, что человеческий слух попросту не способен распознать каждое колебание, и мы слышим все отзвуки сразу, а не по отдельности. В этом ролике мы рассмотрим 3 акустических вида реверберации и 2 механических. Первый вид – room или комната. Основываясь на звуке небольшого акустического пространства, room больше всего похож на обычную атмосферу, которую мы привыкли слышать в реальном мире. Такой эффект придает треку естественную краску и живость, а при грамотном использовании способен добавить сигналу интимный личный характер. Второй вид – hall, имитирует звучание больших концертных залов, которые из-за своих размеров имеют сверхдолгие затухания, вплоть до нескольких секунд. Такой эффект идеально подойдет для уплотнения звучания и добавления пространства. Третий вид – chamber. Это камерный ревер, чем-то похожий на hall. В то же время он придает сигналу дополнительную яркость. Исторически сложилось так, что для получения этого эффекта в студии звукозаписи размещали динамик и микрофон в выложенной плиткой отражающей комнате. Исходный сигнал проигрывали через динамик, снимали микрофоном, а затем посылали обратно на консоль записи. Чембер великолепно звучит на всех инструментах, включая вокал, гитару и даже барабаны. Плейт является одним из первых искусственных видов реверберации. Он создавался при помощи магнитного датчика наподобие динамика для возбуждения вибраций в большом листе металла, примерно 2 метра в длину и 1 метр в ширину, а затем эти колебания снимались контактным микрофоном, а звучание в результате получалось плотным, теплым и чарующим. EMT-140 безусловно самый знаменитый из ранних плейт-реверов. Именно он был опорой студии Abbey Road 60-х, и именно его звучание можно услышать на всех ранних записях Beatles и Pink Floyd, а цифровое воссоздание этого эффекта станет очень популярным гораздо позже, в 80-х. И пятый вид – Spring. Это пружинный ревер, который создает звук, не похожий ни на какой другой. Он работает аналогично плейту, но вместо пластины в нем используется одна или несколько пружин. Благодаря небольшому размеру реверы можно встретить не только в гитарных усилителях, но и в виде отдельного устройства для студийного использования. Они дают яркий чистый звук и являются чуть ли не обязательным финальным штрихом для винтажных гитарных треков. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! Начнем с маэстро Электроплекс. Электроплекс! Господи!
Какой-то электроплекс еще придумал. И в силу перечисленных технических преимуществ, в силу технических преимуществ, чуть-чуть саган дайля надо выпить чай, и все будет хорошо. Технические преимущества у него. А так как цифровой сигнал перемещался по ним как труба, как труба! Он как труба сигнал перемещался. Ты превосходишь сам себя просто. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не задавайте их в комментариях. Если у вас возникли вопросы, не задавайте их в комментариях. Отлично. И до новых встреч в кривом эфире. Пока! Готово, Вася?